Утро, всем доброе утро. Сегодня 19 декабря 2025 года. Все, кто отмечает День Святого Николая, всех поздравляю. Кто-то еще по-старому отмечает, кто-то уже по-новому. Сегодня сказать, что мы отмечаем, я не могу сказать, потому что всю ночь мы не спали. На Одессу была на наш район атака дронов. Опять у нас коллапс с коммунальными услугами. Почитала утром новости. Свет вы у меня видите, потому что мы каким-то чудом один из немногих домов, который еще с электричеством. И я сейчас варю обед. Кроме электричества у нас ничего нет. Ни воды, ни отопления. Потому что была атака, и под атаку попали энергообъекты, в том числе наша котельня. С утра созвонилась со своими знакомыми. Воды нет на всем нашем микрорайоне, даже в больницах. Кума моя работает в больнице и говорит, даже в больнице нет воды. Уже водовозки по всему нашему микрорайону. Даже смешно говорит микрорайон. У нас большой такой как это сказать, господи, я не выспалась, сидели в тамбуре долго, испугались дети, только мой собак не испугался. Представляете, мы в тамбуре, густонаселенный, я хотела сказать, густонаселенный наш жилой массив. Мы в тамбуре сидели, а мой собак бежит, не нравится ему в тамбуре, две стены ему не подходят, Жорик мой, и он бежит, значит, в квартиру. Тут все бахает, взрывается, я, значит, за ним, дети на меня кричат, мама, назад, а собака думает, что я с ней играюсь, и бежит, короче, в квартиру. Я его поймала за лапу, вытянула в тамбур, ему там не нравится, короче, капец. В общем, ночью все отрубилось, сразу и отопление, и вода, и свет. Но чуть позже свет включили. Была первая попытка включения, включили, сразу выключили, видно, не получилось. Я встала, побежала, выключила бойлер. О, кстати, сейчас надо его тоже выключить, все равно нет воды, он уже нагрелся, сейчас я его выключу. Короче, потом повторно включили, и так до сих пор свет есть. Всем своим знакомым, у кого нет света, предлагаю, звоню, если нужна зарядка гаджетов, там, чайник закипятить. Предлагаю, чтобы приходили из соседних домов. Ну, тут, в принципе, сейчас все на работе мои. Ну, кума говорит, если приду и не будет света, у тебя будет, зайду на чаек. Вот со своей водой, говорю, только. Короче, вот такие дела, ребята. Вот такие дела. Сын мой младший очень испугался. Было очень громко. Это ужасно. Что я вам рассказываю? Все, кто в Украине живет, все на себе это испытали. Так что вот так. Варю борщ. Вчера еще запланировала. Вчера зашла в мясной и купила индюшиные, ну, это не плечики, поджарка называется, мясо на косточке. Ну, наверное, это часть, все-таки часть плеча индюшиного. Вот идет крыло, а потом вот эта вот косточка с мяском. Короче говоря, будет вкуснота. Главное, чтобы была возможность доварить. Сейчас быстро почистила овощи, сейчас помою. У меня запасы воды есть. Вот у меня здесь запасы воды питьевой. Под ванной экран снимаю, там у меня куча бутылок с такой технической водой и 3-литровых банок, в общем, все, что можно. Я еще вот эти, знаете, бутыля 5-6-литровые от гелей для стирки, я их не выбрасываю с некоторых пор, как началась война, и я их мою и наливаю туда запас технической воды. Так что на пару дней воды мне хватит. Ну, если так аккуратно
использовать. Ну, вот так. А Жорка хочет вам передать привет. Да? Скажи привет. Мы вчера даже постирали его осьминожку. Что ты с морковкой сделал? Выпросил у меня кусочек морковки. И вот это, смотри, что он натворил. Вот ты же ее не ешь, ты только безобразничаешь и делаешь мне бардачеллу. Бардачеллу. Бери своего осьминожка, играй. На Тему купила ему такого осьминожка. Это его любимая игрушка. Так что у кого есть собачки, любой породы, любого размера, они все любят вот этого осьминога. Здесь, знаете, вот такие шелестяшки вставлены, шелестит. И оно шелестит, и им нравится играть. Давай, иди сюда. Вот так вот, вот так. Я вчера в машинку стирала там дорожки, коврики. Пока была вода и свет, я в машинку забросила и постирала осьминожка твоего. Привет вам от Жорика. Так что вот так, друзья мои. Ну, пока все заряжаю, пока есть свет, варю кушать, заряжаю. Цветочки мои освещаются сейчас. Но читаю чат, и наш домовой, и чат. Есть у нас чат на поселке, там, где люди делятся информацией, у кого что есть в Вайбере. По свету, по воде. Большое количество абонентов без ничего. Ну, у нас пока только свет. Но это только пока. Это только пока. Короче, вот так. Мы сколько? 6. После предыдущей атаки мы сидели 6 суток без света. Ну, постепенно дали воду и дали отопление, но света не было 6 суток. Выдержали. Школьник мой на дистанционке, пришло распоряжение, что все школы наши на дистанционке. Онлайн обучение. Но мы и так эту неделю были онлайн. У нас получается обучение в школе. Таким образом составлена расписание, режим работы. У нас чередуется неделя онлайн, неделя офлайн. И поэтому неделю мы дома, неделю мы в школе. И сейчас эта неделя мы дома, и сейчас все дома. Из-за того, что нет света, нет отопления, нет воды. Учеба онлайн сегодня тоже такая себе, потому что с самого утра тревога. Вот сейчас я не знаю, может уже отменили. Слышу, что раз сын закрыл дверь, значит, он, когда начинается урок, закрывает дверь, чтобы мы ему там не мешали, не чирикали, не бегали, не гавкали, не мешали учиться. И, наверное, уже отбой. Отбой, да. Поэтому уже пошел учиться. Фух, вот так вот, ребят. Вчера они поздавали тесты. Он вчера ушился гулять, а приходит в родительский чат сообщение от учителя. Фамилии должников, кто там какое-то тестирование не прошел по зарубежной литературе, по-моему. Я давай его разыскивать, вижу в списке наша фамилия, я давай его разыскивать. Звоню, говорю, быстро. А он там где-то в торгово-развлекательном центре, там они тусят. Короче говоря, он прям оттуда прошел тестирование. Я говорю, ты чуба. Короче говоря, присылает мне скриншот, на 12 баллов прошел тестирование. Я говорю, вы там все коллективно его проходили с друзьями, ну, он там, ребята есть, одноклассники есть, постарше, учатся одни. Кошмар. Короче говоря, надо будет заново школу заканчивать после войны. Слушайте, у нас желающие из класса, не знаю, с учителем, без учителя, наверное, с учителем, едут сегодня во Львов на поезде. Но это уже давно запланированная поездка, и еще осенью планировали. Короче говоря, я ребенка своего не пустила. Я боюсь, я банально боюсь. Я понимаю, что это прикольно, на поезде классом. Ну, не стопроцентный весь класс едет, какая-то часть класса, не большая, мне кажется. Но я боюсь, потому что удары по железной дороге, где-то застрять в пути, я тут с ума сойду. Без еды, без воды, без света. Не-не-не. Ну, я с ним поговорила, все, говорю, ты понимаешь ситуацию? Говорю, будут лучше времена, поездим, попутешествуем. Ну, мы сейчас были летом в Закарпатье с семьей. Я говорю, ты, в принципе, познакомился,
с некоторыми достопримечательностями, кухню попробовал. Конечно, это не та атмосфера, с родителями есть с родителями, конечно, классом интереснее. Я согласна на 1000%. Но я считаю, что сейчас опасно куда-то вот так передвигаться. Ну, дай бог, будем молиться за наших детей, чтобы их поездка, все те, кто собрался и едет, кто решился на эту поездку вот в это время сейчас, чтобы все пошло, чтобы все прошло на отлично, с плюсом, с плюсом, с плюсом. За всех детей переживаем, за всех. Ну, мой остается, я не рискнула. Не знаю, может, вы напишите, что зря. Ну, ничего, может, еще и подрастут, будут более самостоятельные. И там, знаете, как поездка? Они вечером выезжают поездом, ночь едут в поезде, утром у них они приезжают, начинается экскурсионная программа по Львову. И потом они вечером опять садятся в поезд, опять едут обратно в Одессу. Как бы вот так, кругом-бегом, вот это быстро. Я решила, что это слишком будет ему физически сложно. Хотя молодежь 2 ночи не будет спать. Нормально. Но ничего. В общем-то, он сначала, он как бы и да, и нет, и хочу, и не хочу. В итоге говорит: да, мам, ты права, опасно. Ну, как-то сейчас открыла наши, интернет, Telegram, Viber, везде публикуют видео с железной дороги. По-моему, наша станция рядом с нами. Вот это туда вчера прилетело тоже. Разнесли наш железнодорожный вокзал. Вот и все. Представляете? Прям в подтверждение моим словам. Я вот только вам рассказала, что у меня еще какой-то червяк грызет, что я не пустила ребенка. Я понимаю, как это клево с классом поехать. И тут же открываю, здрасте, и кадры снимают люди с электричек, кто едет. Кадры нашего удара по нашему железнодорожному вокзалу. Ну, это наша станция. Это не Одесса главная. Это наша станция, одна из промежуточных станций по пути следования на Одессу главную. Вот так вот. Вот так вот, ребята. Как бы в подтверждение моей вот этой опаски, да? Как это правильно сказать? Офигеть. Ребята, надо натереть буряк. ТикТок в помощь. Я думаю, сейчас начну тереть буряк. И все тут будет вокруг буряке. В общем, взяла целлофан, поставила терку, почистила буряк. И буду сейчас натирать. Ну а что делать? Просто нет столько воды, чтобы это все вымыть. Понимаете? Короче. А борща-то хочется. Лайфхак. Только возьмите нормальный пакет. Я взяла дырявый. Сейчас еще и морковку также. Знаете, я смотрю иногда видеовлоги Тани Антиквар, которая живет в Харькове с семьей. Ух, как они выживают, какой Харьков оптимистичный, какой он быстро реагирует на все вызовы сегодняшних дней. Я имею в виду городские власти. Как у них четко все. И удивляюсь стойкости харьковчан. Кто из Харькова, большой привет. Я вроде ж вам не показывала свой рукомойник. Он еще с начала войны сделан мною и мужем. Видите, обрезана бутылка 2-литровая. И вот здесь за горлышко проволочка.
И вот так вот эта проволочка сюда вот так крепится. Ну, у меня сюда, у вас может на что-то другое. Вот так пробочку открываешь, подставили и моете ручки. Умываетесь, моете. Вот такое ноу-хау 21 века. Что хочет этот собачкин? Что он хочет? Что он просит, этот собакин? Что такое? Что такое? Что случилось? Играться? Пойдем играться? Или гулять пойдем? Пойдем гулять? Да? Ты хочешь уже на прогулку? Да? К друзьям? Ну все. Тащи свои одежки, будем одеваться. Пойдем гулять. Да? Жора хочет гулять? Ой, такой красавчик. Приглашает меня на прогулку. Ой, ой, ой. Ой, Жора. Ой, Жора. А вот смотри, что у меня есть. Смотри, какая классная утка. Мы сейчас борщ доварим и пойдем гулять. Да? Держи. Будешь играть уточкой? Держи, давай. На, давай почешем, зубки почешем. Давай. Не? Вот уже, вот уже. Скажи всем привет. Всем привет из Одессы. Жорку пора купать уже. Вот дадут воду и устроим баню.